Множество слухов ходит про этот лес, что живет здесь что-то страшное и уже очень давно. Некоторые думают, что это отшельник, чудик, ушедший из города, обычный человек. Другие же утверждают, что в лесу живет Йети, сам снежный человек. Также в 2019 году в лесу погиб мужчина, но виновник так и не был найден. Люди думают, что это дело рук этого существа. Они говорят, что, находясь среди деревьев, всегда кажется, что за тобой кто-то наблюдает и следит. Я решил отправиться на несколько дней в это страшное место, чтобы выяснить, действительно ли тут что-то обитает. И если действительно оно следит за всеми, кто пришел в лес, я думаю, будет нетрудно его заснять на скрытую аппаратуру. Итак, друзья, первую ночь прожил я в лесу в этом. Не скажу, что что-то здесь происходило. Вот. Деревья скрипели от ветра, в принципе. Сейчас еще посмотрю камеры. Возможно, там что-то есть. Скорее всего, там что-то есть. Потому что скрипов было, в принципе, много, но видите, я никого не видел. Сажусь за пересмотр камер, а потом, наверное, буду спать. Камера номер 1. Не знаю, я сейчас на быстрой съемке помотал. Вот, и, собственно, я ничего не вижу. Возможно, дома я что-то пересмотрю, увижу лучше. Вот, но после первой ночи сегодняшней я не обнаружил ничего. Сейчас буду спать. Спать буду, в принципе, часа по 2. То есть натоплю палатку, потому что печка у меня керосиновая. Приму некоторые меры предосторожности. Натоплю палатку, залезу в спальник, 2 часа посплю, по будильнику встану, снова натоплю. И так целый день. В общем, друзья, до второй ночи. Итак, друзья, сегодня решил сделать по-другому. Установил ловушки вместе с камерами. Ловушки у меня звуковые в виде ниток и звонков. Они, в принципе, находятся недалеко от меня, но занимают очень большой объем территории, практически по периметру, по всему. И также слежу за одним куском местности в прямом эфире через компьютер.
Сейчас как будто бы колокольчик сработал. Очень тихо, но, по-моему, было. Собаки залаяли. Сходить посмотреть. Блин, не вижу. Натянута ли веревка? Тут есть кто-нибудь? Нитку не вижу. Не знаю, какая именно оборвалась. Ну, камеры у меня там стоят на нитках. Если что, они точно зафиксируют. Куртка, конечно, прохладненько на улице. Не знаю, друзья, что было. Проверять сейчас не стал. Вот, завтра утром посмотрю следы, если что. Сейчас попробую дальше ловить. Потому что, говорю, идти сейчас туда не самая приятная затея. Если что, камеры у меня это все должны были заснять. Так, здесь только мои следы пока. Колечко. Второй колокольчик где должен быть? Охренеть. Вы это видите? Твою ж мать. Это не мой след. Да, здесь я ходил. Охренеть, смотрите. Так, друзья, проблема: по этим следам никуда не выйти. Они постоянно путаются то с моими следами, то с этими следами.
Будто специально все запутано. Я не знаю, что это за ерунда. Вот, но мне не терпится просто посмотреть сейчас с камеры. Возможно, там что-то есть. Друзья, сейчас нашел этот момент, и там действительно, да, что-то есть. Похожее на человека. Камера, к сожалению, очень плохо записала. Там в темноте. Здесь мне пока не осветлить. Что-то стало с Sony Vegas. Мне не получается ни увеличить, ни осветлить. Поэтому хочу быстрее приехать домой и посмотреть на персональном компьютере. Но все-таки придется потерпеть и остаться на третью ночь. Камеру, веб-камеру, которая у меня прямая трансляция по компьютеру, сегодня поставлю в то место, чтобы она была направлена, откуда вчера пришло это существо. Это сущность или снежный человек, как его по-другому назвать. Честно сказать, состояние очень... Получается, сплю очень мало. Вот. По 2 часа постоянно встаю. Но все-таки остаюсь на третью ночь, чтобы до конца попробую заснять, потому что на первую ночь не было ничего, на вторую ночь уже есть какой-то контакт. Что-то пришло. Сегодня третья ночь, пока ложусь спать. До ночи, друзья. Сегодня установил немного по-другому. 2 камеры на штатив. Также компьютерная камера в ту сторону. Сейчас свет подключить. Где были следы? Где было какое-то движение? Итак, друзья, сегодня поставил растяжки по всему периметру. И если вдруг где дотронется до этой штуки, до веревки, то сработают колокольчики и сработают у меня прямо в палатке. Где ты? Я знаю, что ты здесь.
Я тебя заснял на камеру. Где ты? Я знаю, что ты здесь. Я тебя заснял на камеру. Я знаю, что ты здесь. Блин, следов не вижу, ничего не вижу. Он должен попасться. Где это твою мать? Тихо. Движение есть. Что-то движется в мониторе. Вон он. Он тут, мать вашу. Колокольчик задел. Блин, как стрёмно-то, а? Что это такое-то, а? Где ты? Я не желаю тебе зла. Только что там прошел. Я не желаю тебе зла.
Только что там прошел. Я не желаю тебе зла. Только что там прошел. Иди ко мне, я не желаю тебе зла. И я лишь хочу тебя увидеть. Я не желаю тебе зла. Я лишь хочу тебя увидеть. Что это? Это копье. Блин. Сейчас кинул мне копье. Палку эту. Охренеть. Твою мать. Охренеть. Я не вижу, откуда прилетело. Твою мать. Походу он враждебно настроен. Может его пугануть, в палатку возвращаться вообще. А если бы я в палатке был, палку кинул бы, штык этот. Откуда он прилетел? Палка летела откуда-то отсюда. Я следов не вижу. По-моему, здесь только мои.
Я не знаю, что мне делать сейчас. Ночью просто не вариант собраться и уехать. Но что уезжаю сегодня, это точно в любом случае, потому что у меня уже закончились припасы и керосин на печку. Итак, друзья, закончил я съемку. Вот, пробыл 3 ночи в этом лесу. Сейчас все собрал. Закончилось пропитание, керосин. Так бы я, наверное, еще бы остался на одну ночь. Поэтому сейчас я поеду домой. В принципе, смонтирую видео. И, наверное, снова сюда вернусь. В принципе, вы все сами видели. Того, что не видел я даже, наверное. На этом на сегодня все. Всем пока.